Всем привет, друзья, меня зовут Ваня, вы на канале Мобильный мир. Сегодня я расскажу вам про одно из самых лучших приложений для планирования собственной жизни, для решения каких-то задач, для напоминаний и всего такого, что может нам потребоваться в течение дня, недели, месяца, года и так далее. Естественно, я говорю про планировщик задач Google Задачи. Вообще абсолютно все планировщики так или иначе похожи друг на друга. Wunderlist, Microsoft To Do, Things 3, Todoist, TickTick, Google Задачи. Но у этого приложения есть две отличительные черты, причем одна из них очень-очень хорошая, а другая очень-очень плохая. То есть из-за первой черты, которая является очень-очень хорошей, очень многие люди не смогут от него отказаться в пользу какого-то другого приложения. То есть такие люди, как я обо всем расскажу, будут на нем сидеть и не смогут с него слезть из-за одной фишки. А другие люди из-за одной всего фишки не захотят им пользоваться вообще. Давайте обо всем по порядку. Итак, что же такое Google Задачи? Давайте кликнем и увидим, что это простой, лаконичный, максимально простой, лаконичный дизайн. И, в принципе, поначалу он может даже казаться неудобным, но со временем привыкаешь. Смотрите, что у нас есть. Три полосочки снизу слева. Мы их нажимаем и видим количество списков. Количество списков не ограничено. Итак, заходим в дом, видим, что 10 февраля мне нужно оплатить капремонт, квартплату и оплатить интернет и телефон. И видим, что эта задача имеет две стрелочки, то есть она повторяется. Я на нее нажимаю, вижу, что мне в понедельник 10 февраля надо это сделать, и повторяется задача раз в месяц. То есть я никогда не забуду, и мне придет уведомление о том, что мне нужно оплатить капремонты. Соответственно, я могу там выбрать какую-то другую часть, точнее другой список, а это будет, например, жизнь, и я вижу, что 1 февраля мне надо поехать на день рождения к деду. Не забыть об этом, потому что мало ли что может случиться, забыл там и так далее. 8 февраля у меня там определенная тусовка намечается. Короче, вот такая вот штука. Плюс, есть там какие-то вещи по работе, их тоже очень много. Можно, например, выбрать раздел «Дом» и создать непростую задачу, ну, предположим, вот такую задачу. Мы ее сохраняем, и здесь же мы можем добавить подзадачи. Это отлично подойдет для составления список покупок, например, вы куда-то собрались, куда-то поехали, какой-нибудь строительный магазин или еще что-то, и вот решили записать, что нужен суперклей, нужны обои и все такое. Можно задать дату, время и так далее. Единственная штука какая: если у нас есть подзадачи, такие как купить суперклей, обои и так далее, мы не можем сделать задачу повторяющуюся каждую неделю, каждый месяц и так далее. Не знаю, с чем связаны эти ограничения, но лично я от этого не страдаю. То есть, по сути своей, с помощью этого приложения вы не забудете о собственных задачах, делах и так далее. Но такую функцию выполняет каждый планировщик задач, который существует в магазинах App Store, Google Play и так далее. Чем же отличаются Google задачи? Почему? Чем они хороши? Во-первых, они абсолютно бесплатны. Это очень здорово, потому что компания Google хочет привлечь людей для того, чтобы люди все больше и больше пользовались их сервисами, их операционными системами, такие как Chrome OS, Android, и чтобы, в общем, постоянно находились в этой экосистеме и любили именно гугловские сервисы. Это нормальная практика, нормальное их желание. Также поступает Apple, когда выпускает свои там Pages, Numbers и Keynote для своих устройств совершенно бесплатно. Это клевая практика. Дальше, помимо того, что бесплатная, мне нравится она по дизайну, она лаконичная, простая, здесь ничего не раздражает, здесь максимально все просто, здесь нет лишнего, что тоже важно, никаких фонов там каких-то предустановленных, как Wunderlist, меня просто раздражало. Можно выбрать только тему. Вот системные настройки, у меня темная тема. Можно выбрать светлую или темную. Ну, по-моему, очень-очень хороший вариант. Задачи добавляются быстро. Что самое еще важное, уведомления приходят корректно, никаких вопросов. Теперь перейдем к тем фишкам, о которых я собирался вам рассказать. Самая крутая фишка, знаете какая? Поскольку это продукт от Google, то здесь идет тотальная, полнейшая, идеальная, сквозная синхронизация с Google календарем. Вот я здесь вбил задачу,
Я открываю компьютер, например, я пришел с работы, там мне что-то надо сделать, я открываю компьютер, сразу открываю Google календарь, потому что я привык с ним работать, и вижу задачи, которые я записал. Это классно, то есть автоматическая синхронизация с Google календарем, она заставляет меня, по сути, пользоваться Google задачами, и я не могу никуда больше слезть, потому что такой идеальной синхронизации больше нет ни одного приложения. И вообще синхронизации с Google календарем нету у Microsoft To Do, нету Things 3, нету Todoist, у TickTick. И для тех людей, которые любят пользоваться Google календарем, которые постоянно вообще находятся в этой самой активности, Google задачи будут идеальным вариантом, прям идеальнейшим вариантом, потому что там вот составил задачу, вот т-т-т-т-т, вот это вот моя задача, я сейчас поставлю даты и время. Вот, например, я ставлю это на пятницу без времени, то есть 31 января. И сейчас вы увидите, что эта задача появилась без участия там меня за компом, она появилась у меня в календаре. Это клево. Но есть люди, которые не пользуются Google календарем, и они вообще не смогут пользоваться Google задачами. Объясняю почему. Причина очень простая. Здесь нет функции, нет одной из самых главных функций, которая должна быть в планировщике, и меня это бесит. Здесь нет вкладки «Сегодня». Ее нет как класс, я ее искал, я ее пытался придумать, нафантазировать, все что угодно, ее нет. Зачем она, казалось бы, нужна, да? Все, распределил задачи по ярлыкам, по спискам, все хорошо. Но вот, например, из списка работы у меня есть сегодня 2 задачи, а вот из списка мобильный мир 1, а вот домашних дел у меня сегодня нет, а вот дела по жизни, так сказать, там тоже штук 5. И я хотел бы их видеть все в одном списке. И я хотел бы, просыпаясь утром, видеть и открывая Google задачи, открывая вкладку «Сегодня», видеть все задачи из всех списков на сегодня. Так будет проще, я смогу выбрать, что сделать первым, вторым, третьим, но я точно буду знать, что я должен сделать сегодня. Здесь такого нет. И это отвратительно, это неудобно, это ужасно. И если вы, например, не пользуетесь Google календарем, который спасает вот от этой фигни, потому что вы в Google календаре видите на сегодня, потому что календарь показывает вам даты. И вот сегодня берем и видим, какие задачи отнесены на сегодня. Но если человек не пользуется Google календарем, возможно, у него MacBook и у него там Apple календарь, возможно, он пользуется календарем от Microsoft, если он постоянно там в Outlook сидит. Я знаю, такие люди есть, которые, они постоянно в Outlook, у них там бизнес, там все дела, и поэтому всем тем людям, которые не пользуются Google календарем, противопоказано использовать Google задачи. Просто противопоказано. На этом у меня все. Очень скоро я расскажу вам про альтернативу, идеальную альтернативу, на мой взгляд, Google задачам для тех, кто не пользуется Google календарем. Кто пользуется календарем, очевидно, Google задачи офигенное приложение. Занимайтесь своей жизнью, планируйте, это бывает интересно. И когда вы отмечаете выполненную задачу, у вас подскакивает, не знаю, дофамин или эндорфины, это абсолютно не важно. Важно то, что когда вы что-то сделали, что-то закончили и поставили эту самую галочку о том, что вы это сделали, вам становится лучше. Не стоит жить, знаете, как типа что-то надо сделать, не надо, надо запомнить, вот это все голову свою забивать. Не забивайте голову, скачайте Google задачи, пользуйтесь. А я вам скоро расскажу нечто интересное. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне будет очень приятно, а вы будете получать и дальше интересный и прикольный контент на разные такие мобильные вещи. Увидимся в следующих видео. Пока.